Всех приветствую, я надеюсь, что у вас все хорошо. Ребята, у нас все отлично, ремонтик потихоньку продолжается, детки растут, жена хорошеет, а что еще нужно? Немного позитивчика и все будет прекрасно. В общем, что гадать, что вас мучать, будем сегодня мотивироваться, как всегда работать. Так что устраивайтесь поудобнее, будет как всегда интересно. Да, все есть, ясно, кофеек приготовили, чаек есть, печенька есть, подушечка есть, легли, все хорошо, вы меня видите, я вас вижу и прекрасно. Вам приятных просмотров, а мы начинаем, погнали. Так, ну что, у нас ремонт продолжается, чем будем сегодня заниматься? Конечно, всем уже хочется поскорее здесь увидеть белые стены, оштукатуренные, но чуток позже. Мне тоже, конечно, уже скорее бы хотелось это все видеть, начать чистовую отделку, но нужно, как говорится, к этому основательно подойти и прочие мелочи устранить. Так, недавно я говорил, завод воды, вот, прошлый день у нас чуток подвел с электричеством, но ничего страшного, говорится, мы отдохнули, набрались сил и теперь нас вообще не остановить. Вот, что сейчас? Сейчас мы с улицы немного штрабанем, трубу ближе ее углубим, утеплим. И здесь более правильную разводку мы сделаем. Вот. Это закончим. Потом мы здесь зальем стяжечку, заармируем. И вот этот участок земли. Да. Прораб, ты готов? Все классно, все хорошо. А? Все, вымерил? Какой цемент надо? Красава. Вот. И, в принципе, пойдем, наверное, мы на проем. На наш проем дверной. Потому что вот нужно будет его расширить до 1,20 м. Ну, в принципе, получается один кирпич убрать. Вот. Ну что, ты тоже идешь? Идешь, ну, подлиза. А? Что? Кто инструмент таскает, а? Ты для рабочих целей, а? Или балуешься? Бемыч. А? Че такое? Какая она скромная. А че ты на камеру такая скромная, а? Тебе бы показать, когда ты не скромная, что ты тут творишь, а? Все бока-барабака. В общем, есть чем заниматься, и это хорошо. Да? Погнали, готово? Все, погнали работать. Погнали. Ох, собачка. О, как.
барабака. Бимыч. Так, что делали? Это надо будет все убрать. Опять все захламляется. В общем, навод крана не было. Чтобы перекрывать, это 25-я труба. В общем, сделал экран, теперь отсюда можно будет перекрывать. Вот, но еще надо будет утеплить. Хотя я не знаю, почему не утепляли, кинули трубу, просто прокидывали. Утепления никакого нету. Вот. Что такое? Что? Так, и здесь навод в дом. Вот здесь все я утеплил. Подожди, да, не грызи. Да подожди ты. Все, да. Стой. Бимка, подожди. Сидеть. В общем, заштробился я вот так. Ну подожди. В кирпич. Бимка. Все, подожди. Заштробился я в кирпич. Все это утеплил я ее здесь. Вот. Хватит. Здесь вот такая пустота была, видимо, когда прокидывали основную трубу, не зацементировали. В общем, оно только свободненько здесь было. В общем, все это зацементируется, а потом я, когда фасад буду утеплять, в принципе и цоколь, вот, все это дополнительно еще утеплится, будет нормально. Трубу уже не будет видно, снаружи ничего. Эту трубу, кстати, я уже тоже могу убрать. Нужно будет ее обрезать, и все, и она вот она прямо пойдет, ее тоже не будет видно. Да? Надо будет это все разгребсти. Все. Ты что, 100 лет меня не видел? А? Ты что там делаешь? Подожди. Так. Дверь здесь лежит. Сейчас по двери расскажу. Расскажу, что получилось, да, что да как. Вот ее уже здесь нету. В общем, приезжал замерщик, вообще, кто делает эти двери. Сначала я хотел сделать симметрично. То бишь, Бимка, подожди. То бишь, ширина вот этого прохода, чтобы у меня была также вот входная дверь по ширине. Вот, но не получается. Ну как, дверь получается, либо дверь будет очень узкая. Ну, очень, там, я не знаю, 50... Даже 60 не выходит, 53 сантиметра, по-моему, да. И получается, окошко прям будет такое узенькое. Он говорит, ну зачем тебе это будет, ну некрасиво вот это окошко. Вот, лучше оставь уже стандартно дверь. Мы вот здесь сделаем. Хочешь, говорит, чуть-чуть расширить на 9 сантиметров. Вот, максимально будет ширина 90 с коробкой. Я говорю, ну а что мне эти 7 сантиметров что-то дадут? Я сейчас тут потрачу 2 часа своего времени. Ну, говорит, оставляй так. В общем, по двери что? Дверь вот так же остается, все как есть. В этом проеме просто будет одна стеклянная дверь с раскладкой. С раскладкой будет дверь сделать, да. Он не посоветовал, чтобы чисто стекло осталось, потому что, говорит, дополнительно, ребят, сделайте перемычку, потому что оно бывает разбегается, пластик все-таки он где-то гуляет, и стеклопакет высокий, нагрузка где-то какая-то, и он может лопнуть, вот. Может лопнуть, поэтому, ну, как бы он плохого тоже не будет советовать. Вот. И дверь будет, кстати, с алюминиевым порожком. Там, я не знаю, я первый раз такую дверь заказывал, он будет, говорит, алюминиевый порожек здесь. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, чтобы не затирать, ничего нет. Хотя мы отсюда вот так сильно ходить, я же говорю, объяснять не будем. Вот. И за это окно я ему сказал, чтобы он мне посчитал, сколько у меня выйдет здесь раскладка на стеклопакеты. Вот, в принципе, недорого мне посчитал. Он мне еще не звонил, ничего не говорил за цену, за двери, за окна. Еще посмотрим, что он скажет. Так, что у нас дальше? Дальше это водопровод мы подвели хорошо, я вспомнил. Помогала мне моя дорогая супруга. Вот, без нее бы я точно не справился. Водопровод это кинули мы на котел, он пойдет на подвод воды, на подпитку. Вот здесь я уже цемент приготовил. Все, сейчас будем заливать стяжечку. Предварительно я уже полы залил водой, все они впитали, чтобы влагу в себе земля не брала, ни земля, ни кирпич, чтобы наша стяжка не потрескалась. Так, что мы здесь видим? Здесь видим мы разводку, нашу разводку. Это вот он у нас пошел вот с дома. Водичка, все, она будет перекрываться, если когда нам надо. Чуть выше пошла, здесь у нас уже отвод это на стиральную машину. Здесь будет стиральная машина стоять. Канализация, она уже есть. Вот. И вверх пошла разводка, это пошла на бойлер. На бойлер, и обратка уже вот она пошла. Это на горячую воду пошла уже другую.
Единственное, я не знаю, ему, думаю, не заштрабливать стены, потому что это вообще видно не будет, потому что это будет все находиться в пенале, это раз, да. Вот, пенал поставится, за пеналом это не видно, вот. И поэтому, ну, как бы, с точки эстетичности, ну, вообще это не будет видно. Все это будет в пенале, все закрываться дверью, и трубы будут, во-первых, за стиральной машиной, вот, и ее, ну, вообще не будет видно, поэтому, не знаю, просто лишний раз сейчас вот это штробить ее в стену, я не знаю, как бы, ну, не совсем на это, как бы, тоже хочется. И, опять же, я еще по уровню точно не знаю, где там у меня влево-вправо стиральная машина. Шланг подвода, ладно, там можно регулировать. А если я сейчас заштраблюсь и что-то где-то как-то мне нужно будет сдвинуть, это мне нужно будет опять выводить трубу, выводить эту трубу, подводить ее как-то бойлеру, опять что-то умудряться, а так я уже раз-раз подведу и все. Да, в принципе, не, я же говорю, видеть не будет. С одной точки зрения сейчас думаете, ой, ну это же некрасиво, а с другой, ну это вообще видно не будет, вообще не будет видно. Я еще раз объясняю, бойлер, возможно, куда-то со стиральной машиной влево-вправо сдвинется. Поэтому опять переделывать не хочется. Вот, ба-ба-ба-ба-бам. Стяжка что, чуток заармировал, у меня сетка была, кстати, последняя закончилась, надо будет еще заказать. Что у меня пополам, здесь гардеробно не очень хорошо все и получается. С учетом пеноплекса троечки, здесь уровень стяжки будет превышать 10 сантиметров. Согласитесь, это многовато, это очень много даже, скажу вам. Во-первых, будет очень долго греть. Ну и нужно будет заливать здесь немерено. Я не знаю, посчитать мне, может быть, пеноплекс. Может мне 2 слоя пеноплекса положить, не 3, а уже получается 6 сантиметров. Вот, итого мы там сократим до 6-7 сантиметров слой, потому что, ну, слой будет нереальный, ребята. Вот. Пусть я немного затрачусь, да, на пеноплекс, кину на эту толщину, да, потому что эта стяжка хорошая. Если бы она была трухля, другое дело, я бы ее разбил бы всю, заново здесь подсыпал бы, уровень выше сделал бы, да, и новую стяжку залил. Вот. Ну, с таким, просто стяжка очень хорошая, я же говорю, возможно, просто мне, получается, 6 сантиметров пеноплекс ляжет, и сверху уже теплые полы намотаем, все кинем, потому что, я же говорю, слой нереальный. Вот. Так что подумаем, посмотрим. А сейчас стяжечку зальем. Я уже мостик приготовил, чтобы по ней потом не ходить. И начнем мы делать проводку, нашу проводку. И уже все, погнали мы дальше. И все, начинаем штукатурить стены. Штукатурить стены, к этому времени я, как начну штукатурить стены, я думаю, уже дверь привезут, и мы уже от косики все сделаем, все будет красиво и прям улет, да? Ну что, теперь ты прораб. Погнали работать, а? Погнали? Погнали работать. Так, ну все, здесь мы стяжечку залили. Вот так она выглядит. Как-то так, я думаю, нормально.
Ее тут прям идеально не нужно, потому что сверху еще пойдет пеноплекс. И уже пойдут следом теплые полы. Сделал я мостик такой, вот, чтобы по ней не топтаться, и можно было здесь передвигаться. В принципе, на этом все. Вот, ну я имею в виду по стяжке. Единственное, надо будет порушить вот там полы в коридоре и там сделать стяжку. Но это чуть попозже, потому что мне нужно будет, скорее всего, вот эти трубы прятать туда вниз и все это заливать. Вот, потому что их очень много. Что, прораб, ты как раз вовремя. А? Ты работал, не? Или Бимка опять все делал, а? Кто стяжку заливал, а? Барян. Пойдем, давай чуток уберемся, а? Не? Давай, пойдем. По молочка налью, а? Так, сейчас чуток это надо будет все убрать и во дворе немного. Там, где мусор, расхламить все. И уже посмотрим дальше. Так что, погнали.
говорили, где входная дверь, где находится, что, как, непонятно. Вот он фасад. Это здесь кухня-гостиная получается. Это первое окно, вот она второе, вот она третье. Это наша спальня, да, будет? Вот она будет входная дверь. Это парадная. Ну, плюс дальше будет еще веранда со временем, да? Ну, вот она, дверь идет, получается. Вот, спереди. Здесь она раз, и открылась, и закрылась. Вот, это перед. И мы идем туда. Это будет зад. Вот отсюда. Та-да-да-дан. Вот. Вот. Поэтому просто многие начали писать, где у вас передний вход, а что сзади будет все выходить вот так, а что будет вот так, и вообще и прочее, прочее, прочее. Вот. Поэтому кто хочет, может зайти будет оттуда. Кто хочет, может быть зайти с гостиной, да? Че, охладилось, а? Ну, жарко, жарко. Не знаю, жара такая. О, ничего нет у нас, а? Я ее чуть-чуть водичка сбрызнула, она прям вообще ожила. И ты ожила, а? А, Барян. Ой, Барян, говорю. Бимыч, а? Бимка. Вчера один в один увидел такую же. Да, вы достали. Тоже глаз у него такой темный. Этот. И ухо тоже сам. Чуть-чуть повзрослее она. Я не знаю, может ее родственник какой. Ну вообще один в один. Недалеко от нас, кстати. Поеду, если увижу, я сниму. Да? Да. Бимыч. Подожди, да, сейчас наступлю. Хватит, да. Все. Эверест растет. Фу. Я думаю, еще мы немного он вырастет, и все, уже на этом мы закончим. Куда-нибудь его нужно будет определять. По-любому. Так, ну здесь все более-менее чисто уже пойдет. Посвободнее уже работать можно, да, Бимка? Бимыч. Кстати, брал я всю эту трубу старую. Вот она. Только надо будет там или запенить, наверное, туда подальше, а здесь раствором заделать. А здесь все вот. Подожди. Стой. Здесь ревизия вот осталась. Потом как раз уровень чуток подымется, и это вообще видно не будет, все закроется. Я там ямку копал, под этот водопровод заводил, а там прохладно, видимо, она там вообще разлеглась. В общем, уже нормально. Так ничего не торчит. Все хорошо. Останется цоколь вот этот обштукатурить нормально и утеплить пеноплексом. Ну, соответственно, обложить чем-нибудь. Посмотрим, что. Вот, чтобы вот так все это не отлетало, не рушилось, потому что дождь, когда идет, не есть это хорошо. Фух. Фух. Кстати, арбуз прям был нереальный. Подожди, нельзя сюда ходить. Там еще они идут. И там, вот он, сладкий. Там где-то это видео снимал. Надо найти, в папках лежит. Остальные мелкие какие-то. Ну, хотя вот растут. Вот такие есть. Вот, немало. Здесь тоже вот так вот. Вот. Пойдет так, тоже приятная мелочь. Фух. Так, на огороде все обычно, стандартно. Ничего нового. Баклажанчики растут. Есть. Вот, скоро уже на подходе следующие будут. Вот они. Чуток помидор тоже идет. Черри хорошо начали завязываться. Я уже, по-моему, показывал эту шикарную кисть. Вообще классно. Вот. И снизу. Вообще я жду, чтобы они дозрели. Вот до такого красный. Сладкий получается вообще. Дети прям обожают. Вот, но остальные обычные. Не знаю, опять, по-моему, гусеница пошла. Вот падла, реально. Вон уже, смотрите. Есть. Я устал уже опрыскивать. Сколько можно? Каждые 3-4 дня.
Да, надо опять прыскать, иначе она все съест. Все под ноль. Эти крайние. Прям мне нравится. Хороший. Фух. Так, ну уже столько нету, конечно. Уже поменьше намного. Но все равно на обед есть. Эх. Не-не-не, туда не ходи, все, не. Выходи, выходи. Нельзя сюда, Бимыч, подожди. Нет. Ты сейчас меня натопчешь. Хотя стяжка так быстро сохнет. О, ничего себе. Пока я убирался, она уже, смотрите, схватилась. Только теперь успевай поливать. Либо пленку кину, если я найду у себя. Вот, а так уже можно ходить. Не, шучу. Быстро схватывается, прям очень быстро. Хо-хо-хо-хо. Так, что у нас? У нас дальше надо будет делать проводку. Вот, делать проводку по времени не знаю, или успею, или нет. Мне надо будет еще в райгаз съездить, узнать, что там, когда они мне ее отрежут. Фу, вот эту трубу, не знаю. Вот, чтобы мне уже тоже тут спокойно ходить, а тут головой не биться, не спотыкаться. По двери я уже сказал, дверь заказали. Ну, посчитают, сколько она там вышла. И вот сюда, наверное, раскладку еще поставим на это окно. Вот, и в принципе будем начинать потихоньку штукатурить. В общем, посмотрим. Наверное, будем заканчивать, потому что я сейчас соберусь и пойду в райгаз. Я так чувствую, нужно будет мне раз по 10 заезжать на день, и раз по 50 звонить на телефон, все-таки, чтобы они меня услышали, приехали, отрезали мне эту трубу, чтобы это дело уже было сделано. И на этом, как говорится, мы закроем, поставим нашу точку. Вот. Что сегодня? Сегодня мы, в принципе, нормально поработали. Мы там сделали разводку. Все, вот воды, краники поставили, все направили. Все отлично, все хорошо. И это классно и здорово. Вот, залили стяжечку немного. Тоже отлично, я всем доволен. И сделали небольшую уборку во дворе, потому что, я еще раз объясняю, я так не могу, когда вот это все скапливается. Тем более вот эта куча, если я скажу, вот это мешками я бы не облаживал, вот так бы аккуратно и не слаживал, эта бы куча вся бы, она, наверное, бы разлетелась бы там, и ее бы радиус был бы раза 2-3 больше. Вот, тем более Бимка где-то любит что-то там погребсти, загрести, поэтому пускай она аккуратненько стоит. Вот, многим интересно, что с ней дальше будет. Что-нибудь будет, не переживайте. Вот, куда-нибудь определим, у нас есть более важные дела, чем это, конечно, куча. Вот, все, чуток убрались, все на место поставили. Самое, я же говорю, важное, тогда у каждой вещи есть свое место, тогда и будет порядок. И везде, также в своей голове, когда все правильно разложим, вот, тогда и работается легче и здорово прям. Пришел, раз смотришь, все хорошо и приятно начинать, вот, поэтому... Это нормально после каждого рабочего дня убраться за собой, все чистенько, все разложить, все прекрасно, все хорошо. Вот, так, что у нас? У нас сегодня я, в принципе, семью никого не показывал, потому что, вы мою супругу, наверное, дорогую видели, она мне там помогала, молодец. Вот, Леруська, что с Леруськой, с нашей доченькой? К сожалению, она сейчас спит, я бы вам ее показал, потому что, надо ехать в свои дела, ничего, вы еще... Много увидите. Ребята, я вам еще раз говорю, вы еще много раз все писали, когда ремонтик завершится и здесь будет все хорошо и прекрасно. Конечно же, тогда дети будут везде бегать, вы их всех будете видеть, смотреть, что они делают, чем они занимаются, как они проводят свое время. В общем, будет здорово, интересно и классно. Вот. Сегодня это было нечто с садиком. Мы ее не могли забрать оттуда. Это вообще было просто... Она вообще ни в какой не шла, уперлась и все. Сейчас теперь их оставляют до 12. Так было с 8 до 10, 2 часа. Вот. Ну и воспитатели сами смотрят, как ребенок привыкает, нет, и говорит, давайте больше. И тем самым до 6 вечера. Она сегодня уже там кушала какие-то фрукты, яблочки, там кашку, все ей нравится. Она там все, в общем, у всех все забирает. В общем, она там уже все рулит.
Так что с ней все хорошо, не волнуйтесь, мы тоже чуток, так как говорится, успокоились, и это здорово. Сейчас туда-сюда, и Тёмка тоже уже пойдет в школу, кстати, нужно его потихоньку подготавливать, собирать, сейчас пусть больше читает, хотя он и так по лету он прекрасно читает, у него, ну я не хвалюсь, но у него очень высокий уровень чтения, у него по его показателям он на уровне 5 класса читает в минуту слов. Вот, поэтому в этом проблем нет. Пусть немного, я думаю, письмо позанимается, попишет и пускай начинает учить таблицу умножения. Ну, мы с ним учили, потому что во 2 классе они уже полностью будут учить. Просто когда вот он до школы, мы его научили читать, ему было очень легко. Он пришел ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла и быстро все схватывал, все было прекрасно. Вот. Хотя, если сказать, что мы там как-то его нагружали, нет. Поэтому пока есть более-менее свободное время, нужно что-то успеть масштабное мне сделать. Конечно, желательно до конца месяца мне завершить все черновые работы и шпаклевку вот это все зачистить, чтобы вообще пылюки не было. Не было пылюки. Все, чтобы я коммуникации все подключил, все там на полы, радиаторы, все было прекрасно. Я уже спокойно, уже немножечко я расслаблюсь, да, уже вальяжно буду ходить и что-то делать. В общем, все, будем заканчивать. Еще раз говорю, все прекрасно, все отлично, детки растут, жена хорошеет, ремонт потихонечку продолжается, ну и хорошо. Ну и будем чуток, конечно, не забывать отдыхать. Да, наконец-то он это сказал. Да-да-да, давно мы не отдыхали, кстати, да, возможно, в ближайшее время сделаю я какой-нибудь себе выходной. В общем, ну посмотрим, заранее не будем ничего загадывать. Друзья, дорогие, всем вам спасибо громадное за ваши просмотры, за вашу поддержку, за ваши душевные, добрые пожелания. Поверьте, они мне нужны, они меня мотивируют на хорошие мои дела, особенно на ремонт. Я хочу творить, делать что-то, изобретать новое, внедрять. В общем, все классно, интересно, то, что вы предлагаете. То, что вы пишете, вы просто красавчики. И я вам говорю это от всей души. Кто красавчик? Вы красавчики. Ну и вот пускай так и будет, друзья. Всем желаю счастья, здоровья, любви, удачи. И пусть все у вас будет хорошо. От всей души улыбнула. Ну и хорошо. Как всегда, надолго не прощаюсь. Скоро увидимся. Всем счастливо. Всем пока.